Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. В сегодняшнее видео я собрала все части вот этой вот майки, которую я вязала 4 года назад и ношу до сих пор. Неубиваемая пряжа, универсальная модель, очень классная, я ее люблю безумно и, наверное, я себе еще одну такую свяжу. Поэтому смотрите это видео от начала до конца. Весь мастер-класс на вот эту вот маечку. Слева видите узор с ромбами, вернее джемпер с ромбами. Это у нас начался совместник, девчонки, поэтому кто хочет вязать такой джемпер, пожалуйста, приходите, заходите на сайте. Вы можете приобрести доступ, там вам придет ссылка на закрытую группу Telegram. Если непонятно ничего, как приобрести доступ, обращаемся в Инстаграм, в Телеграм, админ вам ответит, девочки проведут, заведут, покажут, расскажут, куда идти, где оплачивать и где это все проходит. Вот, поэтому, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Вот, кто любит вязать в обществе, общаясь, в чате общения, всем, пожалуйста, к нам, мы вас ждем. Вот, много у нас совместников, поэтому кто не знает, пожалуйста, приходите. Ну а далее, кстати, в Telegram у нас очень много всяких конкурсов, обзоров, обсуждений, поэтому советую быть подписанной в Telegram, и там все новости у нас в первую очередь именно в Telegram. Ну и, соответственно, в Instagram тоже я дублирую, но самая большая информация это в Telegram и самый быстрый отклик. Поэтому рекомендую, настоятельно рекомендую подписаться на нас в Telegram. Вот каждую среду у нас стартуют совместники, каждую среду самые выгодные, самые низкие цены. Вот почему выгодно быть подписанным именно в Telegram, чтобы покупать все за пару долларов. Вот. Ну а сейчас я вам желаю прекрасного просмотра. Вяжите маечку и радуйтесь. Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня экспресс-мастер-класс, вот спешила быстренько вам его показать. Я его обнаружила вчера, быстренько, вчера же нарисовала, накидала схему для вас. Сегодня я снимаю видео и постараюсь быстренько это все дело вам показать, потому что маечка вообще шикарная, на мой взгляд, с изюминкой и простенькая, и в то же время классная. Вот правда очень классная, поэтому сегодня экспресс-мастер-класс. Я склоняюсь на 95% ее связать. Вот, девчонки, пишем свою реакцию. Я думаю, она вам понравится точно так же, как и мне. Потому что очень интересная такая, необычная, незаезженная, интересная маечка. Вот. Значит, схему. Опять, девчонки, ошиблась в схеме. Сейчас объясню где. Вот я ее нарисовала. Опять же, я ее, конечно же, Инстаграм брошу. И я ее, наверное, в сообщество выложу. Потому что сейчас не знаю, если вы заскрините, если вам будет все хорошо видно. Поэтому я сделаю фотографию чуть лучшего качества и выложу везде, и в Фейсбуке, ВКонтакте, везде я эту схему в Фейсбуке в группе, вот эту схему вам предоставлю, чтобы она у вас была. Так, по поводу схемы, вот он мой образец. Мы видим, что схема у нас идет центральная, как бы разделена пополам, да, от центра у нас идут ажурные полосы влево и от центра идут вправо, вот, вверх. Единственное, в чем я ошиблась, вот видите, я посмотрела вчера, посмотрела пройму, посмотрела вырез, вот прикинула приблизительно, но не заметила одну деталь. У нас в оригинале, вот если вы посмотрите на фотографию, вот здесь вот между вот этими раппортами, вот которые я обозначила, у нас здесь 2 петли, а я расчет сделала на 1 петлю, то есть на раппорт у нас состоит из 20 петель, вот. Но раппорт у нас, я не буду показывать, девчонки, узор, потому что это видео будет потом на час. Я думаю, что схема очень простая. Я по таким нюансам пройдусь по схеме и покажу это все на образце. Вот я его связала. Схема простая, я думаю, вы
с легкостью с ней разберетесь. Те моменты, на которые могут возникнуть вопросы, я постараюсь осветить. Это, по моему мнению, моменты. Значит, что первым делом, что очень важно в этой схеме. Раппорт состоит из 20 петель. Вот. То есть 20 петель, это 10 вот здесь вот, где полоса идет вправо, и 10 вот здесь вот, где полоса ажурная идет влево. Вот. Если смотреть на образец, то вот раппорт и вот раппорт. И они как бы идут в разные стороны. Поэтому мы не можем как бы рассматривать в целом вот этот раппорт, потому что здесь у нас расходятся. Вот мы рассматриваем вот так вот. То есть вот эти вот 10 петель, они у нас вот так вот повторяются. Здесь у меня еще один раппорт, видите? И далее еще. То есть вот начало, оно здесь будет немножечко вверху отличаться, тоже я об этом скажу. То есть прежде чем вязать по этой схеме узор, вы, пожалуйста, посмотрите все-таки хоть на ускоренном это видео, чтобы понимать, о чем я говорю. То есть основываемся мы на центр. Раппорт состоит, вернее, количество петель у вас должно состоять обязательно делиться на 20 плюс 4 петли. У меня здесь схема на 3 петли, то есть одна петля вот центральная и 2 петли кромочные. Вот. У вас же 2 петли кромочные плюс 2 по центру, если хотите, как в оригинале. У меня одна петля, вот видите, на этот момент я не обратила внимания, и вот выглядит это вот так вот. Хотя тоже очень красиво, как бы большой разницы я не вижу, но чтобы не, как бы не отклоняться от оригинала, я говорю, что здесь 2 петли. То есть вы пляшете, обозначает, вот когда вы набираете петли, внизу вы можете резиночку связать, я связала своим любимым способом, простейшим, оставлю видео. Ссылочку под видео в описании на этот способ элементарной резинки края, без никаких игл, бросовых нитей, без ничего. Вот. И вы начинаете отсюда правильно распределить первый ряд. Потом оно само по себе видно, как идет петля, вы на основе вот этого накида и уходите вправо здесь, уходите влево здесь, вот этими двумя вместе. То есть вы не потеряетесь, у вас просто должна идти вот эта полоса в нужном направлении, да. Вот я определила, у меня здесь 3 раппорта. В начале, видите, одна петля посередине, 3 раппорта вот этих, то есть у меня 3 раза так, 3, между ними одна петля и 3 раза вот этих вот раппорта по 10 петель, плюс 2 кромочные. И я вяжу далее по схеме, вяжу по схеме, даже я вязала, понятное дело, без схемы, я ее нарисовала для вас. Итак, мы продолжаем вязать до 19 ряда. Значит, в 19 ряду, вот я сейчас его как раз 19, у нас что получается? У нас в 19 ряду получается, что здесь у нас не хватает сделать 2 петли вместе, то есть у нас аннулируется в принципе одна дырочка, то есть здесь уже я как бы не ищева ее сделать в конце, а здесь тоже еще не ищева, чтобы был вот этот вот промежуток из 10 петель. Вот 19 ряд у нас проходит вот таким вот образом, при этом здесь везде, понятное дело, мы все делаем, не делаем ни здесь, ни здесь, то есть делаем, далее повторяем с первого ряда, то есть 20 рядов вверх у нас раппорт и 10 петель, ну по сути 20 у нас внизу раппорт, который разделен пополам. Так, что еще по узору? Так, по изнаночному ряду, если вяжем поворотными рядами изнаночный ряд, все петли лицевые я здесь не рисовала, здесь я нарисовала, видите, ушла дальше, то есть это мы понимаем, каждая полоса у нас уходит в свою сторону, пока не закончится. То есть пока не уйдет это. Если вы вяжете в круговую, 2 детали в круговую, то у вас эти полосы получится, что они придут вот так вот на стык. Вот так вот. И здесь закончится в стык, да, боковой части, ну, на боковушках. Так, с узором, я думаю, понятно. Значит, еще раз повторюсь, при поворотном вязании изнаночной лицевыми, при круговом вязании, если вязать, что я рекомендую вязать эту майку в круговую, то мы вяжем просто каждый четный ряд изнаночными петлями. Узор у нас выполняется в нечетном ряду, в лицевом. Теперь по поводу самой модельки. Девчоночки, очень красиво, ну очень мне нравится.
Ну, очень классная маечка, очень мне нравится. Значит, что я рисовать буду две как бы отдельно детальки. Но подразумеваю я, конечно, кому проще вязать отдельными деталями, то, конечно, вяжите отдельными. Но я бы вязала, все-таки это летняя вещь. Рекомендуемая пряжа хлопок вискоза, подборку сделаю под видео. Так что раскрываем описание под видео и смотрим подборку пряжи, которую от меня, которую я рекомендую. Значит, первое, что это две равные одинаковые детали. Ну, эти полосы я рисовать не буду, это так для понимания. Здесь они будут сходиться, если это в круговую. Припуск я бы здесь не делала. То есть мы измеряем окружность груди в самом широком, понятное дело, месте, вяжем образец и определяем количество петель. Никаких припусков мы не делаем. Пляшем от центра, то есть раппорты наши распределяем от центра и уже как получится в боковушке, как придется, насколько хватит петель. Если вы вписываетесь в раппорт, вообще идеально. Значит, и вяжем до проймы. Что спинка, значит, здесь у меня будет вперед, здесь у меня будет спинка. Значит, вырез горловины. Когда мы начинаем, значит, делать пройму, вот передняя деталь, мы делаем пройму, задняя деталь, мы делаем пройму. На передней детали мы начинаем делать пройму. Пройма у нас, что у нас получается там, что у нас кромка идет из 5 петель, 5-6 петель, 6, да, плюс одна кромочная, пусть будет так. Значит, и кромочную я там вроде бы как изнаночная, но я бы кромочную вязала лицевой, все-таки оно красивее на платочной вязке получается. 6 петель, после них 2 петли вместе, и сокращения у нас идут вот так вот в каждом лицевом ряду после 6 петель. Это и здесь, и на спинке, и на передней детали, все одинаково. Так, девчонки, перерисовала я, потому что запуталась сама, начеркала, нарисовала и перерисовала. Значит, закончила я у проймы. Значит, пройму мы делаем 6 петель от края, отступаем и делаем пройму. 2 петли вместе провязываем, по 2 петли. По 2. И спинку, вырез спинки мы начинаем либо вместе с проймой, либо опускаем глубже, либо поднимаем выше. Тут в зависимости от того, какой вырез вы любите летом. Я люблю максимально открыть, чтобы не жарко, хотя уже и надо максимально закрывать в возрасте, ну, вот. Но я люблю открыть. Теперь сокращения здесь у нас идут после кромочной по вырезу. Кромочную вяжите лицевой, будет красиво. В горловине точно так же после кромочной. И пока у нас не останется на бретельку, здесь петель 8. Вот на эту бретелечку, которую мы довязываем, здесь у нас будет по спинке длиннее, а по передней детали короче. Ну, это я, конечно, не одинаково нарисовала, но я думаю, понятно. То есть мы делаем сокращение до того момента, пока у нас это все дело не встретится. Вот, на финишной прямой. Сокращение делаем в каждом лицевом ряду, изнаночный провязываем без ничего. На плечиках сшиваем вот эти полосочки. Полосочки можно сделать чуть пошире, хотя бы по 10, только потому, чтобы не так они пружинили, не так тянулись экстремально, да. Ну, в принципе, девчонки, все. По сути, она простая маечка. Ну, если в круговую вяжем, то в круговую вяжем, здесь разделяем у проймы. Но я так хочу ее связать, вот что вы мне на это скажете. Вот жду вашего мнения, если прям будет бурная реакция, которой, кстати, не было уже давно. Последняя бурная реакция была у кардигана. Я понимаю, что лето не особо всем хочется вязать и смотреть, и в общем ничего не хочется, хочется быть на травке, на природе, да, это все понятно, вот, но эту маечку мне хочется связать. Все, девчоночки, на сегодня все, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока!
Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Девчонки, не откладывая в долгий ящик, вяжем маечку. Вяжем красивая, мне нравится. Пробежалась я в городе по магазинам, расстроилась, потому что купить у меня нечего. Ну, выбора нет. Единственное, что я нашла такое, чтобы было и у вас, приблизительно, чтобы вы понимали, из чего я вяжу, так вот эту пряжу. Нака. Как правильно читать? Calico Simli. Вот. В составе у нее 49% хлопок, 49% премиум макрил и 2% полиэстер. Ну, это 2% люрексовая нить. Я ее купила, потому что у меня не было выхода. Ну, другого как бы выбора не было. Стоит она, кстати, 70 крон, это чешских крон. Это где-то $3,5, чуть меньше, 3,20 где-то приблизительно. Это ориентировочно, я говорю, для того, вот так называется. И номер цвета, где его смотреть? Вот. Так, номер цвета 1087 4 SE. Партия. Ну, понятное дело, партия у вас будет другая. Ну да ладно, ну вот смотрите, я вам не сказала ориентировочно, если вдруг вы будете другую. В 100 граммах 240 метров. Рекомендуемые спицы 4-4,5, но о спицах я сейчас скажу свое мнение. Вот, я немножечко изменила это. Ну, в общем, это рекомендация, то, что они рекомендуют, это одно, то, что делаем мы, это совсем другое. Но что я вам хочу сказать, девчонки, я не хотела с люрексом, я хотела, возможно, какую-то другую немножко пряжу, больше метражом, чтобы она была потоньше, но я когда связала образец, я успокоилась, мне он очень нравится. Вот эта пряжа, она в изделии очень приятная, во-первых, и во-вторых, очень красивая. Вот этот люрекс, кстати, вот здесь, как нигде, он, кстати, он очень хорошо, нежно смотрится, знаете, ненавязчиво, вот так вот, не похабно. Вот, очень нежненько, очень красиво. Так что пряжу вы можете заменить на любую другую. Можете использовать именно эту, чтобы было точно так же, как у меня. Под видео я оставлю ссылочки на такую пряжу. Я постараюсь найти в Украине, в России. В общем, перейдите по ссылке, посмотрите на цены. Возможно, вы найдете дешевле где-то в магазинах. Ну, кто не имеет возможности, как я, магазин рядом, то лучше заказать через интернет. Вот. Что касается пряжи. В любом случае, девчонки, вязать мы будем считать на любую пряжу, потому что плотность вязания у всех разная. Поэтому не будем привязываться на плотность вязания, не будем привязываться на пряжу, потому что я считаю, во-первых, считать надо учиться, это нам нужно для любого изделия. Во-вторых, если считать на свою плотность, на свою пряжу, то вы более попадаете в размер. Хотела изначально я, конечно, сделать расчет на разные размеры, потом подумала, все-таки логичнее, как бы, и правильнее считать уже на вашу плотность. Итак, связала я вот этот вот образец спицами 3 миллиметра, вот они, я ими сейчас буду вязать. Я подготовила 3 миллиметра и 4 миллиметра. Я думала, свяжу кусочек 3 миллиметра, а потом кусочек 4 миллиметра и сравню. Но я вот, смотрите, связала спицами 3. И я больше четверкой даже не захотела вязать. Мне нравится вот так вот. Оно и не расхлябано, растянуто, и не плотно. В общем, как раз золотая середина, и дырочки хорошо выразительно видно. Все мне нравится. Вот именно так. Спицами 3, значит, я вяжу этой пряжей спица 3. Я думала, что все-таки я изменю на 4, но нет, не буду. Мне нравится так. И теперь, что так. Значит, 43 петли у меня здесь, это у меня 18,5 сантиметров. Считаем, вы тоже вяжете образец 18,5, это 43 петли. Так, это сантиметры, это петли. Теперь, девчонки, меряем окружность
окружность груди у меня 93 сантиметра. Вот, видите, а бедра у меня 100. Помните, как я считала? Это говорю для тех, у кого грудь больше, что мне писали. У меня грудь меньше, чем бедра. Значит, здесь у нас 93 сантиметра. То нам нужно набрать, сколько нам нужно набрать петель. Сейчас мы с вами решим. Где у нас калькулятор? Так, это нам не нужно. Значит, 18,43 умножаем на 93. Вот здесь вот эти два числа мы умножаем. 43 умножить на 93 равно. И делим на 18,5. 18,5. Это одна и та же схема, формула, по которой мы рассчитываем. Значит, вот, выходит у меня, ой, так, снова, чтобы 216, по-моему, там было, не успела посмотреть, 43 умножить на 93 равно и разделить на 18,5. 18,5 равно 216 петель. 216. Что по поводу вот этих вот петель? Это мы четко рассчитали петли на вот это на 93 сантиметра. Значит, что у нас 216? Я сейчас вот эти сотые не буду. 216 разделить на 4 равно 54. То есть число петель должно быть кратно 4, потому что у нас 4 отсека, да, на маечке. У нас здесь вот идут раз, два, вот передняя деталь 2, и такие же 2 отсека сзади, то есть 4. То есть 4. Почему на 4? Это я объясняю, почему делим на 4. 216 разделить на 4 равно 54 петли. Так, это каждая часть. И еще нам нужно добавить 2 петли, которые будут по бокам. Там мы будем провязывать по 3 вместе. Это ориентировочно. Девчонки, если у вас, допустим, вот это число, которое здесь получилось, больше или меньше, то либо вот, ну, в общем, округляйте в плюс до того момента, пока не будет делиться на 4, и еще 2 петельки вы добавите. То есть у меня это 216, это я неправильно, 2 петли мы добавляем к общей, сюда мы добавляем 2 петли, это 54 у нас получается здесь. Что мы с ними будем делать, сейчас я вам скажу. Всего мне нужно набрать 218 петель, то есть число петель кратное 4 плюс 2 петли. Набирать я буду, девчонки, знаете, мой любимый вот этот вот способ, не знаю, показывать ли каждый раз, ну, наверное, покажу. Ладно, пусть будет это уже видео подробное, чтобы вы никуда не переходили и не искали, не смотрели дополнительных видео. Так, значит, тогда я набираю 218 петель. Так, итак, 218 петель у меня на спицах. Я еще набираю одну дополнительную петлю. Сейчас посмотрите, зачем она. Ее сейчас не будет. Теперь равномерно распределяем. Вот, чтобы не было у нас перекручено. И соединяем в круговое вязание. Да, я, по-моему, даже не сказала, да, что я собираюсь вязать в круговую. Вот это и понятно. Так, смотрим внимательно, потому что здесь очень важный момент. Значит, теперь вот эту дополнительную петлю мы просто через нее протягиваем первую петлю и таким образом соединяем. Здесь подтянем. Так. Так, отлично. И отсюда начинаем вязать. Один круг мы вяжем резинки 1 на 1.
Видите, вот таким образом у нас красиво соединилось здесь все. Потом этот хвост мы просто проденем. Итак, вяжем круг резинку 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, вот кружочек я один дохожу, довязываю. Так, теперь мы сделаем наш красивый край. Для этого лицевую петлю вводим, кто не знает, я думаю, все, кто со мной давно уже знают этот способ. Спицу выводим как бы сзади и подхватываем лицевую петлю и переносим ее вперед. Провязываем лицевую, изнаночную провязываем обычным способом, лицевую снова подхватываем сзади и переносим вперед. И после этого провязываем. Вот. Благодаря вот таким вот нехитрым манипуляциям у нас получается совершенно красивейший край без никаких усилий, без бросовых нитей дополнительных и без ничего такого заумного. Вот так я прохожу круг. Итак, провязала я по кругу, что-то мне кажется, что много петель я набрала, может, мне кажется. Ну, в общем, вяжу дальше. Вот там посмотрим. Но это вообще-то вот эта скрутка, она вначале растягивает, не пугайтесь, потом оно станет на место. Смотрите, сейчас оно в таком виде растянуто, потом эта резинка становится на место. Но резинку, вот видите, здесь я связала такую повыше, но я такую не хочу. Я хочу еще провязать 2 ряда, и хватит, просто чтобы была вот эта кромочка из резинки, и далее уже перейду к узору. То есть я еще 2 круга провяжу резиночкой и хватит, и больше я не хочу. На этом я закончу. Далее мы с вами распределим узор и все, и вяжем дальше. Итак, девчушки, я провязала еще 2 ряда, и вот мне достаточно, мне это нравится, сантиметрик внизу будет резиночка, и дальше основной узор. И разделила я петли. Каким образом, девчонки, сейчас будем рисовать. Значит, разделено на 4 части. Вот здесь у меня боковушки по одной петле, 2 петли, которые мы добавили. Да, вот я их обозначила, вернее, я их вот так вот закрепила, именно вот эту вот петлю, за петлю. Это у нас боковушка. И теперь все остальное вот здесь пополам. 54, 54, 54, 54. Это вот цифра, которую мы считали, когда считали кратно ли 4. То есть все количество петель минус вот это вот. Мы разделили на 4 части, и по 54 разделила я вот эти вот сектора. То есть это дополнительная 1 петля прикреплена за петлю, она у нас по бокам вот здесь и здесь. А здесь у меня просто отделено 54 петли. И теперь нам нужно, схема, кстати, есть в сообществе. Я оставлю под видео ссылочку на схему, которую вы можете сохранить, либо вот заскриньте. Если вам хорошо видно, попробуйте заскринить. Если нет, есть в Инстаграме, есть в сообществе, в Фейсбуке, везде я ее выставила, вот эту вот схемку узора. То есть на узоре мы не останавливаемся. Нам нужно распределить вот эти вот раппорты по 10 петель. Здесь у меня будет 2 петли по центру. Это то, что я говорила в первом видео, там, где я ошиблась. Я все-таки сделаю так, как в оригинале. И разделено у меня вот здесь. То есть 1 петля уходит сюда, 1 петля уходит сюда. То есть 54 петли мы пляшем от вот этой вот центральной. Не отсюда, а отсюда. То есть раппорт у нас из 10 петель. Вот здесь вот у нас 10 петель в раппорте. Плюс 1 петля, которая уходит на центр. Это из этих 54 петель. Далее после маркера у нас 1 петля, которая уходит на центр. И пляшем по 10 петлям. Значит, что это значит? У нас 54 петли сектор. 1 петля уходит сюда, отсюда, и 1 петля уходит сюда, отсюда. Это центральные 2 петли. То же самое здесь. 1 петля уходит
из этих 54 и 1 петля из этих 54. Здесь у нас по итогу будет центральные 2 петли. Значит, у нас остается 53 петли. Это 5 раппортов и плюс 3 петли, которые мы просто сейчас провязываем. Мы их пока в узор не будем вклинивать, оно у нас вклинится потом, потому что у нас уклон идет именно в сторону бока. Значит, что я делаю? Лицевой петлей провязываю вот эту центральную, она у нас тоже к узору не относится, и вяжу 3 петли. 1, 2, 3. Это те петли, которые у меня лишние. Вот. Далее иду по схеме, по раппорту. 8 лицевых, 2 вместе накид. И так пока не приду к маркеру. То есть 5 раз у меня будет 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе с уклоном вправо. Накид. И снова раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли. Я сейчас поверну вот эту с уклоном вправо. Накид. То же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе с уклоном вправо. Накид. 3, 4, 5, 6, 8. Вот, 2 вместе. Последний 5 раз накид, и осталась 1 петля. Это та петля, которую я вам говорила. Вот она, 1 петля до маркера. Накид, 1 лицевая. После маркера еще 1 лицевая, которую мы оставляем на центральную линию 2 петель. Вот. И теперь мы делаем то же самое, только в зеркальном отображении. Теперь у нас уходят сюда полосы. Это значит, что мы делаем накид, 2 петли вместе с уклоном влево. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид 2. И вот у меня осталось 3 петли. Здесь мы можем сделать, раппорт у меня здесь закончен. Здесь мы можем сделать накид 2 вместе, то есть начать следующий раппорт. Но так как это всего 3 петли, я этого делать не буду. Если у вас в остатке остается, допустим, 8 петель, то вы уже начинаете делать следующий раппорт, то есть следующий ряд этих дырочек. Я же не буду делать, я их просто провяжу. Вот она, центральная петля, боковая. И по сути я провязала половину. Теперь я то же самое повторяю. Здесь у меня 3. 1, 2, 3. И далее пошли раппорты, которые я посчитала. Это 3 петли, которые у меня лишние. Ну, поверх раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, и последний, вот смотрите, по центру 2 петли вместе, накид, и здесь лицевая, и еще 1 лицевая после маркера. И снова повторяем раппорт, только теперь в левую сторону. Вот, пользуемся вот этой вот схемой для начала, потом у вас уже автоматически это все будет. Так,
последние, видите? А, здесь же я не делаю, здесь 3. Но видите, автоматически уже накид 2 вместе, 8 отсчитала. То есть здесь у меня не 8, а 11 петель до бока. Теперь второй ряд, изнаночный ряд, у меня здесь не обозначен в схеме. Мы его вяжем, ориентируемся вот на эту нить, у нас начало ряда. Второй ряд мы вяжем изнаночными петлями. Все петли, включая накид, все петли мы вяжем изнаночными. То есть это платочная вязка в круговую. И далее вяжем по схеме. Вверх до проймы. Еще покажу вам там боковушки, как у нас будут сходиться боковые швы, боковые вот эти вот, вернее, накиды, дорожки из накида в боковом шве будут сходиться. Сейчас я вам еще покажу, довяжу до этого момента и покажу. Так, девчонки, провязала я немного, хочу вам показать, чтобы не заканчивать видео как бы только у набора петель, чтобы вам было немного понятно. Значит, вот мое все изделие, да, вот. Здесь маркеры, которые были прицеплены за петлю, я оставила внизу. Оно в принципе и достаточно. Вот он узор, все прекрасно видно. Что хочу сказать, очень важно, слушайте. Значит, я просто смотрела на вот эту вот модель оригинала. Девчонки, если вяжете дочечкам, внучечкам, худеньким маленьким девочкам, то от окружности груди отнимайте еще 5-7 сантиметров, чтобы была такая более в облипочку мальчика. Для нас же, ну вот я набрала так, как бы 1 к 1, чтобы была свобода, складочки там скрылись, да, так скажем. Вот. Для молодежи, конечно же, лучше в обтяжечку, чтобы оно было по тельцу красивому. Вот. Мы же скрываем. Вернее, скрываем только тех, кому надо скрывать. Вот. Кому не надо, то вяжем тоже в обтяжечку. Так, это по поводу набора петель. То есть, да, понятно, если в обтяжку от окружности груди отнимаем 5-7 сантиметров, можно даже 10. Платочная вязка, вы знаете, тянется достаточно хорошо, и в обтяжечку оно будет как бы очень красиво. Вот. Пряжей я безумно, невероятно довольна, я правда довольна, выглядит очень красиво. Вот. Совершенно не колется вообще. Вот на ощупь приятное, потому что люрекс, он имеет свойство как бы покалывать иногда. Так, что еще хотела, не сказала, я взяла 3 мотка, и вот сейчас, вот видите, сколько я провязала, это у меня ушел 1 моток, второй я только привязала. Вот, поэтому, смотрите, у меня где-то размер М, вот, на границе, и М, вроде бы еще не L, и вроде бы уже больше, чем М, 93 окружность груди. Вот так вот 3 мотка. Если совсем SXS маленькая на девочку-подростка или худенькую девочку, то 2 мотка с головой хватит. Вот. А если еще больше, то возможно 4, но тоже зависит от длины. Я короткую не хочу, поэтому ориентируйтесь на 2-3 мотка по расходу пряжи, именно вот этой вот. Вот, еще хотела сказать, вот по узору, как у нас выглядит по центру, вот они 2 петли, которые я оставляла по одной возле вот этого маркера. И от него расходятся, то есть все следуем схеме. Здесь, вернее, отталкиваемся от вот этого вот центра, а здесь оно само по себе, по бокам, вот видите, оно сойдется в нужном месте. Там, где 1 петля, там накид, 3 вместе, накид. 1 бок, второй. Здесь у нас эти линии полосы сходятся. То есть это понятно. Они сойдутся так и так, произвольно, тут уже считать ничего не нужно. Вот. То есть важно, чтобы здесь все было по схеме, равномерно, ну, начинались как бы вот эти вот дырочки. Вот. И в принципе я пока вяжу в высоту. Постараюсь как можно быстрее до конца этой недели все уже, чтобы у вас было.
То есть вы можете смело начинать вязать вот это вот все. Считать, вязать до проймы. Пока вы свяжете, я уже вам предоставлю вторую половину этого видео. Вот. Еще я не знаю, как буду обрабатывать, еще подумаю. Скорее всего, что я намочу и высушу просто, потому что платочная вязка, она тоже так провисает. А я хочу именно вот такую вот провисшую платочную вязку. Поэтому, скорее всего, что я намочу, ну, постираю и высушу на плечиках вот эту вязку. Возможно, нет, еще вам скажу. Это так, мои мысли я озвучиваю предварительно. Вот, и что еще сделаю, но это будет во второй половине видео. Сделать шире плечики. Опять же, для девушек постарше, таких как я, плечики пошире желательно. На мой взгляд. Если хотите тоненькие, делайте тоненькие. Я все этот нюанс оговорю потом во втором видео продолжение. Вот, но пока вы вяжете до проймы. Вот таким вот образом. Единственное, кто, ну это новичкам я бы не рекомендовала делать, а вяжите, все равно вот эта платочная вязка, она обвиснет по вашей фигуре, потом со временем вот так вот провиснет. Вот, кто хочет прям сделать линии, красивые линии фигуры, то, конечно, по бокам здесь нужно убавлять в боковом как бы шве, в точке бокового шва. Нужно уходить на место талии, но это для опытных, вот, которые и так понимают, как это сделать. Если вы опытная, то вы эти как бы рельефы сделаете, правильно? А я же, это видео предназначено для новичков. Вот, девчоночки, все, вяжите с удовольствием, не пожалеете. Я довольна, конечно, этим, хотя у меня же, говорю, у меня сейчас времени вязать совершенно нету. Большие вещи, ну, маечку я справлюсь, поэтому прям с удовольствием. Я давно не вязала большие вещи, и прям уже мне в кайф, такой кайф именно идет процесс. Я думаю, вы заметили, что последние пару недель у меня обзоры, узоры, такое вот. Ну, не переживайте, скоро будет, где-то буквально через дней 10 я уже освобожусь, у меня просто большой переезд, и у меня, правда, нету времени просто вязать большие вещи. Поэтому, пожалуйста, поймите меня и смотрите пока то, что я выкладываю, чтобы не умер канал. Вот. Но дней через 10 уже все будет по старой наезженной схеме. Вот, все будет, и проектов очень много, и планов очень много. Все, девчоночки, бежите пока до проймы, а потом до конца недели я, максимально в понедельник, это самый поздний срок, в понедельник я вам предоставлю вторую половинку. Но я думаю, в воскресенье точно с утра она уже будет. Все, девчоночки, на сегодня все, наболталась я сегодня непривычно. Вот, я с вами прощаюсь, бежите с удовольствием. С вами была Вика, Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы продолжаем наш топик. Прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам изумительный сайт Кофтеныши. Если у вас, так же как у меня, возникают проблемы с выбором подарков, то вам сюда. Совершенно беспроигрышный вариант, который порадует каждого, как детей, так и взрослых. Что же это и в чем изюминка? Это свитшоты, пледы, футболки, костюмы, дождевики для детей, женщин и мужчин, которые превращаются в милую игрушку. Советую прямо сейчас взять этот сайт на заметку, так как каждый месяц вы можете приобрести один из кофтенышей со скидкой 20%, а также кофтеныши готовят для вас приятные сюрпризы, акции, распродажи и веселые конкурсы. Берите кофтенышей на заметку, и проблем с выбором подарка у вас не возникнет. Ссылка под видео в описании. Вот такую вот заготовку я связала. Что хочу сказать, здесь я вывязала 2 мотка, плюс еще один раппорт связала из 3-го мотка. Я думаю, мне как раз хватит, я все вам расскажу. Если что, придется распускать, потому что или докупать один моток. Ну да ладно, давайте, значит так, то есть я, если честно, основывалась на свою пряжу, сколько у меня есть. Вот, достаточно у меня длинный топик, это, конечно, не как в оригинале, но я так хочу.
как написала одна подписчица, мне очень понравилось выражение: для девочек поживших, в кавычках, нужны плечики пошире. Вот. Так что я девочка пожившая, поэтому мне нужно подлиннее. Значит, что я теперь буду делать? Я теперь буду вязать спинку. Спинка у меня вот половина боковушка. И здесь вот половина, кстати, здесь маркер у меня внизу. Ну да ладно. И здесь половина отмечена. То есть вот эту вот часть от боковушки я сейчас буду вязать в данный момент. Значит, для этого я сниму вот этот вот маркер и отмечу 6 петель с краю, после которых будут делаться эти сокращения. Так, раз, два, три, 4, 5 или 5. Так, ну там в оригинале 6, я так приблизила, посчитала, ну там же, наверное, ну хотя не очень-то плотно расхлябанная вязка. Даже не знаю, что я не могу, если оно... Давайте 6 все-таки я сделаю, а там вы решите, уже посмотрите, как будет у меня. Вы решите, вам сделать меньше или больше. То есть по рукаву у меня будет вот такая вот как бы окантовка. Сейчас еще по вырезу там чуть-чуть по-другому. Там, если вы видите, сокращением больше, чем в пройме, потому что уходит немного. Сейчас я объясню. Как бы вырез немного как бы круче такой, не... Ой, а что ж я тут сделала? Ну, видите, что я сделала? Вяжу. Так, ладно, возвращаемся. Так, после маркера, после этих 6 петель, маркер я обозначила эти 6 петель, я провязываю 2 петли вместе. То есть таким образом будет формироваться пройма. Так, здесь у нас по узору все. Смотрю, девчонки, первую часть вчера выложила в YouTube. Ждали вы? Так что я рада, что я вам угодила. Поэтому вяжите, присылайте мне в Инстаграм, что бы вы еще хотели интересного такого. Может кто видел какие-то интересные модельки, которые не видела я, присылайте мне. Не обещаю, что все сделаю. Не все, конечно, делаю, что мне присылают, потому что некоторые вещи я считаю неинтересны, некоторые я не могу сделать, поэтому что могу и что, по моему мнению, будет интересным, я делаю. Вот плюс еще что сама нахожу. Этот топик я нашла. Значит, что мы делаем в вырез горловины? У нас вот, посмотрите на оригинал, у нас здесь, если закрывать в каждом ряду, то у нас равномерно будет продвигаться вот эта вот линия накидов. Но там у нас чуть уходит сюда, и потом вот эта планочка остается. Значит, что это значит? Это значит, что нам нужно сокращать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Здесь у нас для планки 4 петли где-то. Раз, два, три. Ну да. Вот так вот сделаем. Значит, 5 петель, не довязывая до маркера, мы провязываем вместе. А здесь 3 петли для кромки. И последнюю петлю я провязываю лицевой. Буду здесь провязывать лицевой, чтобы был красивый край. Значит, сейчас я обозначу эти 3 петли. Раз, два, три. Вот. И вяжу изнаночный ряд, и после маркера еще раз провязываю 2 вместе. То есть и в лицевом, и в изнаночном ряду я делаю сокращение. До какого как бы момента, сейчас я вам скажу. Так, чтобы вот так вот у нас получилось, то мы сейчас должны находиться на конце раппорта, чтобы вот именно так, как в оригинале получилось. Вырез делается так, рассчитывается, чтобы он начался как бы в конце раппорта. Вот здесь вот я нахожусь. По сути, я здесь должна была делать уже следующие дырочки, но я начала делать вырез. То есть
подведу итог. Спинку я делаю одновременно пройму и вырез спиночки, делаю его глубоким. В передней детали вырез будет немного выше, чем на задней. Все-таки я, девчонки, наконец-то за последних 5 лет планирую поехать на море. Наконец-то. У меня такое бурное время было последнее. Что-то я никак не могла. И работа такая у меня была, что летом сезон я не могу никуда. Сейчас я с этой работы ухожу. Поэтому наконец-то я поеду на море. Вот. И эту маечку я вам сфотографирую на себе на море. Вот сейчас видео будет, и манекены уже свои я отвезла, не могу ее сфотографировать. Как-то я вам ее пару фоток сделаю, но обещаю, что на море я ее сфотографирую на себе под загар. И в инстаграме обязательно будут фотки, так что подписывайтесь, девчонки. Так, значит, в конце ряда то же самое, кромочная, лицевой. Далее, следующий ряд. В каждом ряду мы у проймы, в каждом лицевом ряду после маркера, после 6 петель делаем 2 петли вместе. Здесь, вот видите, здесь уже будет последний накид, потому что там уже будут сокращения. И узор, эту планку оставьте платочной вязкой, узор туда не заводите до конца. Так, здесь у нас перед маркером у выреза горловины мы делаем сокращение. Почему здесь 3, вы сейчас я вам потом поймете, почему здесь 6 и почему здесь 3. Я все сейчас у меня на экране. Эта маечка, смотрю там, чтобы максимально как бы приблизиться к оригиналу. Так, у горловины мы делаем еще одно сокращение в изнаночном ряду. Так мы делаем, пока мы не приблизимся к этим дырочкам. Вот. Так, ну, в общем, я продолжаю. У проймы я делаю только в лицевом ряду. У горловины я делаю и в лицевом, и в изнаночном ряду эти сокращения. Далее покажу. Ну, до того момента, пока мы не приблизимся к дырочкам. Так, вот смотрите. Пройма у нас уходит в сторону. Вот, и горловина. Видите, выглядит совсем по-другому, потому что у нас здесь сокращение и с лицевой, и с изнаночной стороны. И вот здесь вот у меня до накида осталось уже 3 петли. Видите, оно потихонечку плавно приблизилось к этой линии накида. И вот сейчас уже, когда там как бы мы уже у накида, осталось 3 петли к нему, мы останавливаем вот эти вот сокращения с изнаночной стороны. Будем делать только с лицевой. Вот видите, здесь 3. Одну мы провязываем, и так у нас будет продолжаться. Вот дальше мы будем вот так вот двигаться у этой как бы полосочки накида. И сокращение. На изнанке мы его уже не делаем. И вяжем мы, вот сейчас покажу, сколько уже провязано, вот таким вот образом. И я вяжу до как бы соединения этих маркеров. То есть пока вот здесь вот у меня все не закроются все петли. Вот, это совсем чуть-чуть уже получается. И все-таки бретельку я буду делать вот такую вот примерно петель на 10, чтобы бюстик закрыла, лямочки закрыла, вот, и чтобы я себя комфортно чувствовала, вот. А вы же сокращайте до того момента, пока вы не увидите нужную как бы вам ширину бретельки, вот. Итак, смотрите, что у меня получилось. Здесь еще, наверное, я сокращу вот эти вот 2 петли, чтобы 10 все-таки было. Но что хочу сказать, девчонки, если у вас большой размер, возможно, вы меряете пройму,
Возможно, вам придется вот остановиться где-то здесь, да, с сокращениями, чтобы как бы плечико не уходило к горловине ближе. Вот. Я сейчас измерю вот это вот, как бы уклон, ну, вырез на пройму, это у меня где-то 6 сантиметров, да, если мерить вот так вот, 6 сантиметров. Вот смотрите, приблизительно это должно быть 5-7 сантиметров, 8 максимально. То есть, да, вы поняли? То есть вот эту вот часть, вот от начала вязания вы измеряете, проводите линию вниз и измеряете сколько сантиметров. Вот не больше 8 сантиметров для большого размера. Если маленький размерчик на девочек, то 5 сантиметров. Вот, у меня это 6 сантиметров, и я считаю, что этого хватит, да. У меня как раз все сходится. А вы же смотрите, вот будете вязать, смотрите, если у вас эти как бы цифры наступают раньше, вот, а здесь уже здесь по центру еще есть петли, то прекращайте сокращение со стороны проймы и продолжайте только у горловины сокращения. Я сейчас вот еще провяжу 3 вместе. У меня здесь 6 петель, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь провяжу 3 вместе. Это сокращение здесь и здесь получается. 7, 8, 9, 10. То есть 10 петель у меня на бретельку, и я вяжу до высоты нужной мне. Вот если пройма, ну да, глубина проймы где-то 18 сантиметров, считаем. Так, точка отсюда. 18 сантиметров. Здесь у меня обязательно учитываем то, что платочная вязка растянется вниз. Вот, еще 6 сантиметров я провяжу. Вот я подтянула, поставила 18 сантиметров на точку начала проймы, подтянула как бы визуально. Я вижу, что вот примерно так растянется. Если растянется больше, то тогда мы можем, кстати, потом я это все еще оговорю, как мы можем это все подправить. Ну, в общем, 6 сантиметров я еще вяжу и закрываю плечик. Так, вот я провязала. Смотрите, опять же, учитываем то, что, кстати, даже здесь, даже сама растянулась эта платочная вязка. Вот. Видите, 6 сантиметров уже в растянутом. Учитывайте это обязательно. И я сейчас... Так, этот ряд я еще провяжу. Видите, как лицевая петля красиво смотрится на кромочке. Обрабатывать и обвязывать нам уже не нужно никаким образом. Так, сейчас вы можете оставить, если есть булавки, на булавки вот эти вот спицы. Я закрою, потом распущу, потому что потом я крючком как бы сошью эти петельки в конце. Но так как это первая, то я ее закрою и оставлю. Так, отлично. То есть есть у нас одна половинка спинки. Вот она. Вот она подтянется, не боимся. Вот таким вот образом она выглядит, эта спинка. Так, теперь что я делаю? Я буду вязать переднюю деталь, вот эту вот, вторую часть спинки вы вяжете точно так же. Вот эти петли этой спинки. Я их пока пересниму и свяжу вечером, потому что я спешу быстрее снять это видео, пока есть дневной свет. Я буду снимать переднюю деталь, побегу работать, потом досниму. Я могу не успеть в световой день это все, поэтому я делаю вот таким вот манипуляциям. То есть вторую половинку спинки я оставлю, передняя деталь у нас вяжется точно так же, все у нас вяжется точно по такому же принципу, как здесь. То есть одну вы часть связали и уже знаете, что вам делать дальше. Вот что-то мне кажется, что там нужно довязать еще пару сантиметров. Ну, посмотрим по общему итогу.
Значит, сейчас я буду вязать переднюю деталь. Для нее мы что делаем? Мы немного, в чем изменим, мы сделаем... Ой. А знаете, что я сделала не так на передней детали? Я не убрала вот эту вот центральную петлю, я про нее забыла. Поэтому здесь вот, девчонки, вот две здесь. Где-то она там у меня потерялась, поэтому я ее забыла. Вот первые петли надо провязать вместе. Вот это одна та петля, которая здесь у меня внизу была обозначена, я про нее забыла. Если бы она была здесь обозначена, я бы не забыла. То есть здесь мы провязываем 2 петли вместе, то есть сокращаем ту одну петлю, которая у нас была по бокам. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Отделяю в начале, после маркера 2 петли вместе. Далее вяжу по узору еще один раппорт вверх, то есть вырез горловины будет немного меньше, чем на спинке. То есть вот таким вот образом я провяжу переднюю деталь, при этом сокращая в пройме еще один раппорт вверх. Так, в конце смотрим, тоже отделяем 6 петель. Раз, два, три. Вот, кстати, здесь вот она, вот эта петля, сейчас мы ее сократим. Вот, которую я забыла по бокам, вот она. Сейчас мы ее и уберем. Значит, раз, два, три, 4, 5, 6. И здесь 2 вместе. То есть, видите, то, что я забыла, ту одну петлю, мы их как раз сейчас и уберем. Раз, два, 3, 4, 5. И вот 2 вместе. То есть это та одна боковая петля. У кого нет, те просто разделяют. Так, ну и теперь я продолжаю вязание. Еще один раппорт вверх до конца раппорта. При этом в каждом лицевом, в начале и в конце, я делаю вот это вот сокращение для проймы. 2 петли здесь перед маркером и после маркера. И потом разделю уже на переднюю и заднюю деталь. Вот провязала я в высоту один раппорт, да, вот видно, что сейчас у меня пришло время делать уже следующие дырки, и я здесь разделяю и буду делать точно так же отдельно, как я делала на спинке. То есть здесь со стороны полочки выреза я отделяю 3 петли и буду сокращать и в лицевом, и в изнаночном ряду, пока у меня не останется 3 петли вот с дырочкой, 3 здесь. Все точно так же, как и в первой детали. Единственное, что здесь мы считаем, сколько у меня сокращений. Вот здесь вот. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Потом вот эти 3 вместе. То есть здесь у нас должно быть не больше 16 сокращений. Так как вырез мы будем делать позже, поэтому может быть перекос. Следите за тем, чтобы было не больше сокращений по пройме. Если вы уже связали, у вас уже 16, ну то есть столько, сколько на спинке, все, останавливаемся и вяжем ровно и доделываем только с этой стороны до соединения. Вот, девчонки, то, что я говорила. Вот видите, я довязала до того момента, когда у меня здесь 16 убавлений. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот. А здесь вот только я приблизилась как бы к убавлениям через ряд. Вот поэтому здесь я вяжу ровно, а здесь продолжаю убавление, и оно будет у меня убавляться в эту сторону. Так, еще раз проверка. Здесь у нас раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ой, 17 у меня здесь. Так, я как-то плохо первый раз посчитала. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот потом 3 вместе идет. Значит, я еще один раз делаю сокращение в 17 раз.
И все. И далее продолжаю эту сторону вязать ровно, а здесь продолжаю делать сокращения мои. И я так предполагаю, что на передней детали у меня вот этой планочки, ну как бы шлеечки, одинарной практически не будет. Но хотя склоняюсь к мысли, что мне нужно будет довязать здесь пару сантиметров. Что-то визуально мне кажется, что мало. Бог его знает, не знаю. Да в принципе и не мало. В общем, оставлю так, а потом, если что, распущу, довяжу там пару сантиметров. Хотя я думаю, все-таки же это платочная вязка, да, она потянется вниз. Она обвисает. Хотя, вы знаете, вот смотрю, вяжу эту планочку, как хорошо получается. Да, здесь получается, что есть даже у нас место на грудь, а вот эта планка, она плотнее, ну, как бы больше прилегает, чем вот это полотно, потому что она идет наискось, и получается за счет этого она плотнее, чем основное полотно. То есть грудь у нас сюда прекрасно входит. Платочная вязка очень податливая и в ширину, и в высоту, поэтому грудь любая, любого размера войдет без никаких выточек и без ничего. Вот здесь вот очень важный момент этой модели. И при том, что вот обвязка, вот эта цельновязанная, она прекрасно все удержит. Здесь у нас плотно, а здесь податливо, то есть на грудь. Здесь то же самое, смотрите, вот, ничего не тянется, плотно, а здесь уже пошло как бы, то есть абсолютно такая эластичная, кто? Эластичный такой участок, да, вот внутри между вот этими обвязками цельновязанными. Так что очень даже как бы непроизвольно, но получается вообще в идеальном варианте, вот правда. Не надо никаких обтачек, не надо никаких выточек, выемок. Платочная вязка самая благоприятная, податливая для как бы самокорректировки по фигуре. Вот, выразилась как-то. Думаю, как же выразить свою мысль. Все, я продолжаю, потом вам покажу. То есть здесь я заканчиваю, еще раз делаю, довязываю доверху и точно так же дублирую вторую часть и дублирую вторую часть, вот эту вот заднюю. Потому что уже сейчас скоро будет темно, уже я поработала, уже и повязала, и все сделала. Все, девчоночки, завтра утром покажу вам, как шить плечики, и покажу, как это выглядит. Я довязала все 4, как бы, одну даже соединила, как я говорила, вечером. Сейчас быстренько доснимаю, пока мне светит солнышко. Значит, мои, как бы, замечания по поводу этого. Изначально я думала, что вот это вот будет спинка с глубже вырезом, еще же это не обработано, я так предполагаю, что будет все вот так вот натянуто, да. Но, а там, где меньше вырез, то это передняя деталь. Но, вы знаете, я пожалела, что я вот такой вот маленький вырез сделала. Я бы его сделала точно такой же, как на спинке. Все-таки это, девчонки, лето. И летом хочется максимально открыться. Вот так вот выглядит этот вырез. Он не маленький, он достаточно такой глубокий, но для лета все-таки, я думаю, вот он. Да, что вот такой вот и бюстик спрячется, и грудь спрячется, и откроется то, что может открыться. Ну, лето же. А вы уже судите сами. Это я вам говорю свои, как бы, свои наблюдения. Значит, что еще я сделала? Я позатягивала все ниточки на изнаночную сторону. Где-то у меня еще одна, вот она одна осталась, я вам покажу, как я это сделала. То есть везде, где у меня на вырезы, здесь, внизу, везде я на изнаночной стороне эти ниточки, вот крючочком, бугорки, где у нас платочная вязка, бугорочки, в них я попродевала это все дело. Вот. И попродевала вот эти, кстати, тоже нужно продеть, которые у нас от соединения, как бы, клубков.
Пряжа в работе очень приятная, так на ощупь приятная. Не знаю, ну у нас пока, конечно, 12 градусов, я в джемпере сижу. Не знаю, как будет она летом, если, допустим, градусов 30. Но вот через неделю я проверю на 30 градусах, если они будут в Украине, когда я туда приеду. Так что я вот это видео у нас будет. Потом я постараюсь сделать еще ту майку, которую вы просили вверх, показать подробнее, как сделать вверх до отъезда. И потом я еду к мамуле. Вот. Еще там у меня куча дел своих. Вот. И буду в Украине. То есть, что это значит? Это значит, что я пропаду буквально на 3-4 дня, которые я буду в дороге. Вот, потом работу свою я восстанавливаю, я не буду делать так, как в прошлом году я сделала, что я просто месяц ничего не делала на YouTube. Вот, я в этом году просто буду работать и с Украиной. Все. Так, значит, что опять болтаю, меня там обвинили, что я много болтаю, но у меня есть потребность с вами поговорить. У меня нет влогов, у меня нет прямых эфиров, а потребность есть. Наверное, скоро начну с прямыми эфирами. Что я делаю? У меня здесь закрыты петли на, как бы, на этих детальках. Я их распускаю и одеваю на спицу. Нет, отсюда, сюда. И из-за этой потребности я, скорее всего, склоняюсь хотя бы раз в неделю к прямым эфирам. Во-первых, с вами можно будет обсудить дальнейший план действий как бы на канале, да, что интересно, что нравится, что хотите. Вот. Ну и, соответственно, пообщаться. Как вам такая идея, девчонки? Так, одела я, смотрите, плечика, оба, спинку. Вот, видите, я уже автоматически говорю на вот эту деталь, которая выше спинка. Ну, в общем, я еще не знаю, как я буду носить. Так или так, ну, в любом случае, мне это нравится. Пусть уж будет так, как я сделала, а вы, глядя на мою модель, увидите. Я люблю вырезы глубокие. Так, и лицевыми сторонами, видите, я вывернула, сложила лицевой стороной вовнутрь, и при помощи крючка я это плечико сошью. Вот по сути все, что в этой модели удобно, она получается цельновязанная. У нас никаких швов ни по бокам, вот, ни обвязок никаких. По сути очень простая, я же говорила еще в первом видео, что модель очень простая за счет того, что она цельновязанная, без обвязок, все цельновязано, что очень удобно. Я не люблю, допустим, вы знаете, когда я вяжу жилет, мне потом приходится обвязывать и горловину, и проймы, и вот этот процесс меня так напрягает, знаете, и удовольствие. Вот я получаю удовольствие, когда я вяжу большой кусок, да, там спинку, переднюю деталь, рукав. А если вот так вот целиком, так вообще классно. Но когда начинаются вот эти вот обвязки, обметки, сшивания, вот эта часть меня вообще не радует. И я так мучительно всегда ее переживаю. Так, значит, вот закрыла, здесь делаю узелок. То есть я закрыла петли и сшила одновременно. Теперь продену вот эти вот крючочком ниточки, и все, в принципе. Что я сделаю сейчас? Как я и говорила, я сейчас хочу постирать и повесить на плечики и дать высохнуть. Сейчас я вам измерю и даже запишу с вами, чтобы потом уже посмотреть, насколько изменилась в размерах эта майка, чтобы вы могли на это ориентироваться. Запишем размеры. И потом я это все сделаю и дам свободно, в свободном как бы полете на плечиках высохнуть. Этой маечки хочу, чтобы обвисла платочная вязка. Так, итак, ширина. Ширина. Мне интересно, как она сейчас сузилась ли, не сузилась ли. Сейчас посмотрим. Ну, оно да, но видите, платочная вязка, она тянется в стороны. Почему я хочу, чтобы она обвисла? Значит, ширина
Ну, 45,5 сантиметров. 45,5, 1 сантиметр, по сути, потерялся. Но это 93 у меня было изначально, осталось 91, 2 сантиметра. Но это нормально. Это даже, кстати, если мерить вот здесь вот внизу, то тут даже больше будет. Тут у меня 47 даже. Ну вот, видите, какая платочная вязка. Да ладно. Это нормальное явление. Значит, длина у меня вот так в спокойном состоянии. 57 сантиметров. Длина. На 57 сантиметров. Сейчас я постираю, повешу прямо на плечике в висящем виде и высушу. Потом мы с вами встретимся. Так, ну что, девчонки, продолжение эксперимента. Что хочу сказать? Что хочу сказать, Бог, хочу вам показать. У меня там одна мадам написала: объясните мне, пожалуйста, почему у вас по бокам нет дырочек. Вот посмотрите, пожалуйста, где у меня по бокам нет дырочек. Почему у вас там странный треугольник и нет раппорта 10 петель? Мадам, очевидно, не смотрела мое видео и не видела, что я считала расчет петель на мой размер, по моей плотности. И у меня было 3 лишние петли, это значит 6 петель. То есть здесь бы должно, по идее, быть вот такой вот еще как бы раппортик малюсенький, который я это все озвучила, я это все говорила, который я делать не стала. Вот поэтому у меня нет здесь как бы раппорта 10 петель. Почему треугольник странный, я не знаю, почему он странный. Для меня он не странный. Если для вас странный, ну уж простите. Значит, вот что у меня получилось. Выровнялась горловинка красиво, смотрите, потянулась, на плечиках сохла, не бойтесь, не надо утужить, достаточно, и не бойтесь спешить на плечики. Если оно и потянется вниз, вот так вот, в любом случае оно примет на вас форму, вашу, как бы, ваш размер. Так что ничего не бойтесь. Что у меня здесь? Чуть-чуть как бы сузилось. 44, ну, да, 44 петли, ой, 44 сантиметра, а было 45,5. То есть всего на 1,5 сантиметра. Разница здесь. Ну и здесь 44. Здесь я намеренно, специально сделала пошире. То есть это я вытянула здесь вот эти вот как бы углы. Это я так, и при вязании я их вытягивала, потому что, помним, да, у меня бедра 100, то есть они шире, чем моя грудь. А так как майка у меня длинная, поэтому я в ширину маленько растянула, чтобы оно свободно было везде. Девчонки, фотографировать на себе не буду, потому что я сейчас в ужасном состоянии и нет ни времени, ни сил. Поэтому что есть, то есть. Вот, об длину, девчонки, у меня вытянулось на 10 сантиметров. Может, я неправильно измерила? Точно на 10? Здесь у меня написано длина 57 сантиметров. А то, что я вижу на сантиметре, это 67, ровно 67. Значит, в длину все-таки он вытянулся. То, что я хотела, чтобы эта платочная вязка у меня потянулась. Вот. Вот так вот он выглядит. Вырез уж как хотите. Либо делайте глубокий. Ну, видите, вытянулась здесь, поэтому и так, как я хотела, как бы изначально. Здесь не такой глубокий по переду, а глубже по спинке. Оно и так нормально, и наоборот нормально. И если сделать оба глубоких, тоже будет красиво, я думаю. Ну, в общем, девчонки, через дней 10-12, я думаю, я его на себе сфотографирую уже на море. Это я так хочу. В общем, следите за инстаграмом. Там я уже на себе сфотографирую, 100% его. Уже расхлебаюсь со всеми своими переездами. Вот. Ну все, девчонки, я довольна, что я это все успела. Вот. Довольна, что вы довольны. Вот. Ну, в общем, я побежала работать, а вы вяжите. Все. На сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.